Самым жарким периодом в сельском хозяйстве является уборка урожая. Но успех уборочной кампании невозможен без хорошей посевной. А где посевная, там и удобрения. Из работы на различных сельскохозяйственных предприятиях я понял, что в эти периоды самое главное – это много людей и высокопроизводительных надежных машин. Потому что, как правило, нужно обработать гигантские площади в крайне ограниченные сроки. В таких условиях надежным подспорьем должна была стать машина для внесения удобрений МВУ-30. Друзья, всем привет! Это 31-й выпуск серии Pro, и сегодня мы знакомимся с детищем Минского автомобильного завода машиной МВУ-30. История МВУ началась в середине 1970-х годов. Идея машины прибыла прямиком из-за океана вместе с вернувшимся из командировки заместителем председателя Совета министров Белорусской ССР Леонидом Ивановичем Хитруном. Находясь с командировкой в США, он обратил внимание на необычную трехколесную машину Rickel Big A2500 – самоходный разбрасыватель минеральных удобрений. Оценив потенциал такой техники для советского сельского хозяйства, Хитрун предложил наладить производство аналогичной машины в СССР. Для работы над новым проектом на заводе МАЗ была создана конструкторская группа из 35 человек. На Минском тракторном заводе и в НПО «Дормаш» также были созданы свои рабочие группы, по 15 человек в каждой. Ведущим конструктором назначили заместителя главного конструктора МАЗ Ивана Францевича Демидовича, специалиста, до этого принимавшего участие в создании семейства грузовых автомобилей МАЗ-500. Машина получила индекс МВУ-30, что расшифровывалось как машина для внесения удобрений с шириной захвата 30 метров. Разработка МВУ-30 велась в сжатые сроки. Официально проект стартовал в конце 1976 года. В мае 1977 была завершена разработка всей технической документации. А в 1978 первая партия опытных машин уже была отправлена на испытания. МВУ-30 представлял собой трехколесную машину с закрытой цельнометаллической одноместной кабиной. Машина имела колесную формулу 3х2. Переднее колесо управляемое, два задних ведущие. При такой компоновке каждое колесо шло по своему следу, что обеспечивало минимальное уплотнение грунта. Особенностью конструкции было применение изготовленных Бобруйским шинным заводом широких бескамерных шин. Эти шины работали при давлении от 0,07 до 0,17 мегапаскалей, что позволяло МВУ-30 уверенно передвигаться по сырой, раскисшей после таяния снега почве, не проваливаясь и не застревая. За счет этого удобрения можно было вносить на 3 недели раньше, чем на обычной технике. Кстати, об обычной технике. Чем вообще вносили удобрения в 70-х годах? В первую очередь это были прицепные и навесные разбрасыватели, агрегатируемые с колесными тракторами. Также для внесения минеральных удобрений применяли авиацию – сельскохозяйственные самолеты Ан-2М. На базе автомобилей ЗИЛ создавались машины КСА-3, КСА-7, АРУП-8 и опытный образец КСА-5 на базе ЗИЛ-132РС. Однако все эти машины уступали западным аналогам и по вместимости, и по эффективности. К тому же они не могли выйти на сырое поле. Изначально для МВУ-30 планировалось использовать двигатель ЕМЗ-238, который по своим характеристикам для машины подходил идеально. Однако министр автомобильной промышленности СССР Виктор Николаевич Поляков не одобрил этот вариант. ЕМЗ-238 был одним из самых востребованных двигателей и применялся на грузовых автомобилях МАЗ, КРАС, Урал, тракторах, комбайнах, строительной и военной технике. В общем, свободных не было. В поисках альтернативы переключились на двигатель КАМАЗ-740, но и этот вариант товарищ Поляков не одобрял. КАМАЗовские моторы были в дефиците и шли на грузовики. В итоге практически на старте проект оказался в тупике. Без мотора машину не построить. Только после вмешательства первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироновича Машерова, который обратился с соответствующей просьбой к секретарю ЦК КПСС Федору Давыдовичу Кулакову, было дано разрешение использовать двигатель КАМАЗ-740. При создании машины было важно сделать ее как у американцев, только лучше. Грузоподъемность МВУ-30 составила 8 тонн против 7 тонн у прототипа.
Объем бункера достигал 6,8 кубических метра, что на 600 литров больше, чем у американской машины. Рабочая скорость также была выше – 33 км в час против 28, а транспортная – 50 км в час против 37. Полная масса МВУ-30 составляла около 20 тонн. Машина имела две модификации – базовую версию с бункером для внесения твердых минеральных удобрений и модификацию с цистерной для внесения жидких комплексных удобрений и химикатов. Сменная производительность МВУ на внесение удобрений составляла от 120 до 160 тонн, что превосходило показатели прицепного агрегата 1 РМГ-4 в 6-8 раз, а самолета Ан-2 в 3-4. За сезон одна машина МВУ-30 могла обработать более 50 тысяч гектаров посевов. Работала она следующим образом. Удобрение загружалось в бункер, из бункера оно подавалось на вращающиеся диски. Попадая на диски, удобрение разбрасывалось на ширину до 30 метров, по 15 метров на каждую сторону. Дозировка и равномерность внесения регулировались скоростью подачи удобрений и положением заслонки. Для жидких удобрений и химикатов использовалась цистерна и штанги. На штангах располагались форсунки, раствор к которым подавался насосом. Форсунки обеспечивали равномерное опрыскивание почвы или растений по всей ширине захвата. Первые 5 опытных образцов МВУ-30 были построены в 1978 году. Испытания продолжались до 1982. По результатам испытаний Государственная приемочная комиссия рекомендовала наладить серийное производство данной машины. Однако в период с 1982 по 1983 год силами заводского опытного производства МАЗ было изготовлено всего 58 экземпляров. Почему так мало? Дело в том, что МВУ-30 представлял собой детище всего Советского Союза. Узел переднего управляемого колеса и рулевое управление изготавливали на Минском тракторном заводе. Карданные валы делали в Гродно, тормозную аппаратуру поставляли из Полтавы и Миаса, колесные диски из Жодина. Коробка передач, сцепление и двигатель были камазовские. В некоторых источниках указано, что КПП была Ярославского завода. Электрооборудование приходило из Москвы, Калуги и Владимира. МАЗ производил только задний мост, раму и кабину, а также осуществлял сборку. В итоге цена создания новой машины получалась слишком высокой. И после 1983 года новых машин не производилось. Проект поставили на паузу. Те машины, которые успели попасть в сельхозпредприятия, показали себя хорошо. Причем настолько хорошо, что на базе трехколесного МАЗа даже планировалось создать семейство спецмашин с колесной формулой 4х4, 5х4 и 6х6. Но в 90-х с началом экономических реформ, масштабным сокращением финансирования госпроектов и исчезновением централизированного госзаказа потребность в уникальной, дорогой и трудоемкой в производстве машины исчезла окончательно. Сейчас в России для внесения удобрений применяются в основном все те же прицепные и навесные орудия. Но также есть и самоходные машины, изготавливаемые на базе вездеходов и легких грузовиков. Например, «Туман» – самоходный опрыскиватель и разбрасыватель с шириной захвата до 28 метров, грузоподъемностью до 2 тонн. Или «Авион 4402» – самоходный разбрасыватель с шириной захвата до 36 метров и грузоподъемностью также около 2 тонн. Также есть Зульф Багира, Росфер ОШ-СВ, Копылов X1, РЦД 1.0 и другие. Но все они легкие, с маленьким бункером и рассчитаны на работу в средних и малых хозяйствах. В той же Европе и Штатах самоходными разбрасывателями грузоподъемностью 10 тонн и выше никого не удивишь. Например, разбрасыватель минеральных удобрений AGCO Terra Gator TG9320B. Он имеет бункер объемом около 10 кубических метров и грузоподъемность до 13 тонн. Объем бункера Case IH Trident 5550 Dry составляет 9,4 кубических метра, а грузоподъемность около 11 тонн. Ширина захвата обеих машин 36 метров. Производительность более 120-150 гектаров за смену. Главной проблемой при производстве МВУ-30 стало то, что для Минского автомобильного завода такая машина была непрофильной продукцией. Завод специализировался на массовом выпуске грузовиков. Для производства МВУ-30 нужно было строить отдельный сборочный цех, а еще лучше отдельный завод.
Кооперация десятков предприятий по всему Союзу делала производство этой машины медленным, сложным и дорогим. Возможно, в эпоху современных технологий и более гибких производственных систем подобный проект мог бы получить второе рождение, если бы кто-то этого действительно хотел. А на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока!